На весеннем мероприятии Apple, посвященном творческим идеям для учеников и учителей, был представлен новый iPad на 9,7 дюймов. Можете называть его iPad 2018, iPad 6, iPad 6 поколения. Как угодно, не ошибетесь. Но особых неожиданностей не ждите, потому что от поколения 2017 года это устройство мало чем отличается. Хотя гаджет, безусловно, интересный. Внешне вообще ничего не изменилось. Тот же 9,7-дюймовый экран без ламинирования с разрешением 2048 на 1536 пикселей. Тот же алюминиевый корпус, размеры, вес и сканер отпечатков пальцев Touch ID. Никаких отличий и, следовательно, новых ощущений. Камеры не трогают уже со времен iPad Air 2 и Mini 4. Это 8-мегапиксельная задняя с диафрагмой 2.4 и записью видео Full HD. Это ладно, ее все равно редко кто использует. А вот фронтальная всего на 1,2 мегапикселя с диафрагмой 2.2 и с видео 720p. И это просто стыд. Понятно, что фотографировать это не первостепенная задача для планшета, но уж фронталку-то для видеовызовов можно было поставить получше. Не зачет. Вот мы и добрались до первого изменения процессора. В новинке установлен чип с 4 ядрами A10 Fusion и частотой 2,34 ГГц с 2 гигабайтами оперативной памяти. Такое ставили в iPhone 7. iOS 11 на планшетах стало заметно тяжелее, появилось разделение экрана, какая-никакая, но полноценная многозадачность, функция Drag and Drop. Такое тянуть старенькому A9 уже не очень под силу. Новый процессор справляется чуть лучше. Но вот, например, 3 приложения одновременно на экране работать не будут. Так можно сделать только на iPad Pro. В Antutu получается 175 тысяч баллов, Geekbench 4, 3500 баллов в сингл-тесте и 6000 в мульти, а еще почти 10 тысяч в тесте Metal. Автономность осталась на прежнем уровне, то есть классические 10 часов в смешанном режиме iPad вообще легко. Тут без сюрпризов. Автономность у новых iPad'ов хоть и хуже, чем у самых первых поколений, но все равно отличная. А теперь второе и сразу последнее нововведение – поддержка Apple Pencil, который раньше был эксклюзивом для линейки Pro. Новый iPad 2018 года получил новый процессор и поддержку Apple Pencil. Больше ничего. Для чего нужен Apple Pen? Для ведения заметок, для каких-то профессиональных программ, для рисования. И, к сожалению, есть небольшая задержка в сравнении с линейкой Pro. Например, в iPad Pro 10.5 экран 120 Гц, и там задержки нет. Здесь все скромнее, но для тех, кто не держал в руках iPad Pro, и для студентов с ограниченным бюджетом этого экрана будет за глаза. Скажу честно, его и мне за глаза. Но с другой стороны, Apple Pencil еще купить нужно, а стоит он 7000 рублей. Apple это тоже учли и представили бюджетный стилус от компании Logitech, называется Crayon, стоит $49 или по нашему курсу 3000 рублей, но ни в розничных, ни в онлайн-магазинах его не купить. Продается он только для учителей и пока только в США. Плюс этот стилус от Logitech не работает с линейкой Pro, не распознает силу нажатия и не имеет Bluetooth, а соединяется вот с этим iPad по специальной частоте, и в итоге вы все равно выложите 7000 рублей за обычный Apple Pencil. Но зато он без компромиссов. Он работает, как и в случае с Pro-моделями, то есть по всей системе, а в специальных приложениях распознает силу нажатия. Им же можно переносить текст, фото и ссылки между приложениями, включая обновленный офисный пакет iWork. Вместе с планшетом Apple анонсировала новый фреймворк ClassKit, который позволит разработчикам создавать приложения для учебы. На презентации уже было представлено несколько фирменных приложений для школьников, студентов и учителей. Среди них, например, Schoolwork. В нем учителя могут давать домашние задания ученикам, а они выполнять и отправлять их обратно на проверку. Все это происходит в одном приложении. Очень круто, только ты живешь в России. Чего в новинке нет? Стереодинамиков, DCI-P3 и Truton. Нет смарт-коннектора для подключения аксессуаров вроде клавиатуры. Это остается в линейке Pro. Речь мы ведем все-таки о доступном устройстве. iPad 2018 уже продается. Как водится, есть 3 цвета: серебристый, космический серый и золотой. 2 модификации с LTE и без, и 2 варианта памяти: 32 и 128 гигабайт. Базовая версия iPad на 32 гигабайта без сим-карты стоит всего 25 тысяч рублей. За максимальную версию нужно выложить 42 тысячи. Кому покупать? Если у вас никогда не был iPad или вы пользуетесь старенькими iPad'ами Air, Air 2, то присмотреться можно. Но можно присмотреться и к такому же iPad на 2017 года, при условии, что Apple Pencil вам вообще не нужен. А во всем остальном это отличное устройство, у которого в принципе нет конкурентов. Да, вы скажете, есть прекрасный Pixelbook с Chrome OS, который действительно круче, чем iOS. Но сколько он стоит? От $1000. Есть Android-планшеты, но ни в какое сравнение с iPad, где уже тысячи приложений, они не идут. И если вы хотите себе графический и мультимедийный планшет в устройстве, то лучше варианта нет. Есть iPad Pro 10.5, но он стоит в 2 раза дороже, и если у вас есть возможность, то, конечно, лучше купить его. Там 4 гигабайта оперативной памяти, здесь 2. Там 4 динамика, здесь тоже 2.
А вообще iOS, конечно, расстраивает. Абсолютно топорная какая-то детская система с незанятым пространством, неудобный контрол-центр, неудобная работа с файлами. Но с другой стороны, есть иконка YouTube, есть иконка вашего музыкального приложения, рисовалка или какая-то другая профессиональная программа. Вы нажимаете и пользуетесь. Вы не смотрите на систему, больше ничего не нужно. Вот примерно такие мысли. Если не хотите пропускать актуальные обзоры на самые последние гаджеты, то не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и 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 подписываться, нажимать на колокольчик.